Здравствуйте! Сегодня обсудим, что происходит, когда вы следуете кето-диете, а она перестает работать. Я снял довольно много разных видео на эту тему. Про плато, про упрямый метаболизм. Я решил снять видео, которое чуть подробнее осветит то, о чем мы уже говорили. В других видео я советовал убедиться, что программа правильная. Изучите вопрос, прежде чем начинать. Вдруг вы делаете что-то неправильно. Всегда сочетайте кето с интервальным голоданием, это тоже очень важно. Хороший сон, низкий уровень стресса. Если у вас есть какая-то еще проблема со здоровьем, будь то щитовидка или запоры, или какое-то воспаление, справьтесь с ними. Если принимаете лекарства, найдите альтернативу с помощью хорошего врача. Другой момент. Если вы, например, не теряете вес, то, возможно, у вас растет мышечная масса. Это тоже может сбивать вас с толку. Даже размер может не измениться, поскольку мышц становится больше, особенно если вы занимаетесь спортом. Вы можете не замечать уменьшение объемов из недели в неделю. Итак, первое, о чем я хочу сказать, нужно оценивать, иметь верное понимание, чего это будет стоить конкретно в вашем случае, потому что некоторым это дается очень тяжело, другим нет. Например, ваш супруг может худеть очень быстро. Ваши родные питаются по той же диете, что и вы. Они худеют, а вы нет. Это очень расстраивает. Но вам стоит понимать, что, к сожалению, очень сложно определить, что происходит в организме, особенно проверить, имеется ли инсулинорезистентность и другие клеточные расстройства, потому что эти анализы очень дорогие, и это далеко не один анализ. И даже они не все всегда что-то показывают. Дело в том, что если у вас была хроническая инсулинорезистентность всю жизнь, будет нелегко. Например, если у вас всю жизнь была хроническая инсулинорезистентность, или последние 10, 15, 30 лет, то перед вами огромная, тяжелейшая проблема, и потребуется масса усилий, чтобы ее побороть. Это будет нелегко. Если вы делаете все, что надо, и не видите, что вес сходит легко, то надо понимать, что, возможно, в вашем теле есть какая-то большая проблема. То есть нужно приложить дополнительные усилия, соответственно, величине проблемы. Поэтому рассмотрим еще пару моментов, просто чтобы перейти на следующий уровень. Первое — углеводы. Я советовал от 20 до 50 граммов углеводов в день. Не на каждый прием пищи, а на весь день. Конечно, чем медленнее метаболизм, тем меньше нужно углеводов. Что я советую? Возможно, вам следует снизить углеводы до 10 граммов в день или менее. Что я еще хочу обсудить — это овощи. Я советовал много овощей, от 7 до 10 стаканов в день. И не учитывать их в общем объеме углеводов, том, что от 20 до 50 граммов. Некоторым, возможно, все же стоит учитывать их в общем объеме. Но посмотрите сюда. Если вы едите салат латук, в нем содержится всего 1,5 грамма углеводов на стакан. Если вычесть клетчатку, которой в нем 1 грамм на стакан, остается всего полграмма углеводов на стакан, что очень мало. То есть, если съесть его 10 стаканов, это всего 5 граммов углеводов. Но все же это не 0. Возьмем для примера шпинат. В нем 1,1 грамма углеводов на стакан. Из них 0,7 грамма клетчатки. Остается 4 грамма усваиваемых углеводов на 10 стаканов шпината. Опять же, количество незначительное, но все же не 0. Но продолжим. Голубика. 21 грамм углеводов минус клетчатка, которой 3,6 грамма. Усваиваемых углеводов остается 17,4 грамма. На 1 стакан это гораздо больше, чем у овощей. А если взять, к примеру, ежевику, 14 граммов углеводов минус клетчатка, которой 8 граммов. Дает всего 6 граммов углеводов. Это на 1 стакан. Если сравнить 6 граммов углеводов и 17,4 грамма, то лучше съесть ежевику. Возьмем ореховую смесь. 28 граммов углеводов минус 9 граммов клетчатки. Это дает 19 граммов углеводов на 1 стакан ореховой смеси. Вы можете оказаться тем человеком, которому, к сожалению, нужно включать овощи в общий объем углеводов.
И, возможно, сменить типы продуктов, которые вы едите. Например, вместо голубики есть ежевику, чтобы снизить количество углеводов в пище. Теперь об интервальном голодании. Некоторые жидкости, которые вы пьете в период голодания, если вы пьете чай или кофе, много кофе, чего я не рекомендую, или чай, и добавляете в них какие-либо сливки, это может быть тем самым фактором, который не дает вам войти в режим сжигания жира. Недавно я попросил человека исключить из рациона любые сливки, и сахар в крови резко снизился, где-то со 160 до 120. Возможно, придется отказаться и от Bulletproof кофе, то есть кофе с маслом MCT, жиром или кокосовым маслом, которые вы добавляете в кофе. Это еще один фактор. Следующее, что я хочу обсудить, это сколько жиров вы едите. Ведь цель в том, чтобы ваш организм питался собственным жиром, так? Не только жирами из рациона. Если вы потребляете жиры, вы будете сжигать те жиры, которые съели, и они будут выходить в виде кетонов, то есть кетоны у вас будут. Но эти кетоны будут из еды, а не из вашего собственного жира, в некоторых случаях. Так что вам, возможно, следует сократить потребление жиров, чтобы организм сжигал собственный жир. На этот момент также надо обратить внимание, я расскажу обо всем. Следующий пункт. Если вы снизили количество жиров и углеводов, нам не нужно, чтобы это привело к дефициту нутриентов. Рацион необходимо пополнять электролитами, например, большим количеством калия, витаминами группы В из пищевых дрожжей, обязательно микроэлементами, к примеру, из морской капусты, и жирорастворимыми витаминами. Масло из печени трески, оно даст большое количество витаминов А и Д, а также немного субпродуктов, вроде печенки. Так вы получите более-менее все жирорастворимые витамины, пусть и не так много. Главное, чтобы все было травяного откорма. Теперь поговорим о типах углеводов, потому что даже если вы едите 10-20 граммов углеводов в день, и эти углеводы из сока или хлеба, а не из овощей или чего-то другого, это может быть большой проблемой. Ведь даже если углеводы будут в пределах нормы, то из-за того, что еда рафинированная, а углеводы простые, это существенно повысит сахар в крови, потому что проблема не столько в самих углеводах, сколько в том, как они влияют на сахар в крови. Если сравнить сельдерей и другие овощи с яблочным соком, разница огромная. Это еще один момент. Теперь поговорим об алкоголе. Некоторые говорят, я пью безуглеводный алкоголь. В моем алкоголе углеводов нет. Дело в том, насколько алкоголь разрушает клетки печени, повышает печёночные ферменты, выбрасывает вас из кетоза. Хоть это и не углевод, это растворитель, это химикат. И он определенно может вызвать серьезные проблемы с печенью и отбросить вас назад. Недавно я нашел в интернете статью человека, который не мог нормально войти в кетоз. И он искал, может ли кто-нибудь ему подсказать, дать совет, почему это не работает. Я почитал, что он ест, все было не так плохо, но в конце была одна строчка. Он написал: «Я не пил алкоголь уже 5 дней, но перед этим дней 10 серьезно пил». После чего 5 дней не пил и удивляется, почему же эта диета не работает. Не смог связать причину и следствие. А в те дни, когда он пил до 12 и более стаканов алкоголя каждый день. Подумайте, что организм должен сделать, чтобы произвести кетон. Жир должен сжигаться и перерабатываться в кетоны в печени. Если вы разрушаете печень 10 дней подряд, у вас уйдет месяц, а то и больше на ее восстановление после 10-дневного запоя. Просто поймите, что алкоголь — это враг кето. Хорошо? Еще одна очень вредная штука — это фруктоза. Нектар агавы — это на 98% фруктоза. Фруктоза есть и во фруктах. Фруктоза, хоть она и не повышает сахар в крови, она приводит к сильнейшей инсулинорезистентности и жирной печени, что в свою очередь снижает вашу способность производить кетоны. И последнее, что мы обсудим, это интервальное голодание. Если вы едите в какое-то определенное время, допустим, в час дня или в 5 часов вечера, и постоянно соблюдаете это, то ваш организм привыкает. Возможно, вам
вам стоит менять время, в которое вы едите. Другими словами, меняйте время еды. В свое время пещерные люди ели не так регулярно по времени. Если сымитировать ту эпоху, меняя время приема пищи, думаю, вам это очень поможет. Никогда не ешьте по расписанию, сдвигайте еду на час раньше или позже. Всегда меняйте время. Ладно, теперь вам есть о чем подумать. Я хотел снять это видео, чтобы вы могли понять, на что обратить внимание и что поменять, чтобы улучшить результат. Спасибо за просмотр. Знаете, я просто хотел сказать спасибо. Спасибо, что смотрите эти видео. Вы досмотрели до конца, и я ценю ваше внимание и ваше драгоценное время.